Но ты же не собираешься действительно думать о вступлении в организацию? Ну, вообще-то, собираюсь. Ты иногда исчезаешь прямо отсюда, из бункера. Как будто телепортируешься с таким странным красным свечением. Что? Ой-ой-ой, добро пожаловать в самый сюрреалистичный момент. Мы хотели бы тебе предложить работу в организации. Если ты согласишься сотрудничать, мы во всех подробностях расскажем тебе и о нашей работе, и о том, как устроено время. Не дав положительный или отрицательный ответ, мы получили: ты можешь делать что хочешь, но подумай как следует над нашим предложением. Мы вернемся к тебе за ответом позже. Да-да, эти и другие стерильные сладкие фразы мы получили буквально в предыдущей серии. Я не буду пытаться доказать бредовость всей этой ситуации, потому что об этом сказал сам Лоу-Ложка. Буквально недавно они пытались меня прикончить, а теперь мило улыбаются и зазывают в организацию. Это был, правда, самый нелепый призыв на работу, потому что даже чай они предложили только потому, что так прописано в протоколе вербовки. Надо было предлагать кофе. Ну а если серьезно, то прямо сейчас этот момент, весь этот сюр нужно обсудить с Лаей. Возможно, она что-то прояснит. Поэтому всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы вербуемся. Или нет. Короче, напомню, в предыдущей серии мы действительно увидели самую нелепую вербовку на работу. С какого-то перепуга я вдруг резко стал интересен организации, охота на меня, о чудо, отменилась. И само собой, признаться честно, я на 90% уверен, что они лишь хотят получить информацию о Лае. Например, узнают, где она, что-то сделают с ней, а далее явно поработают со мной или даже с моими мозгами. Меня очень напрягает, что они частенько говорили о некой дематериализации, отвязки от времени. Может быть, таких легче контролировать? Типа, они меня полностью сотрут? Но сейчас нам не нужно об этом думать, потому что у нас есть Лая. Мы просто спросим и будем радоваться. Тянуть время не будем, просто берем скафандр, надеваем. Ну что ж, думаю, пришло время подвести итоги моего разговора с этой женщиной и ребенком. Нельзя сказать, что я много от них узнал, но тем не менее мне есть что добавить на доску. Надо будет заняться этим как можно скорее, пока воспоминания еще свежие. Вот только есть вещь, которая не дает мне покоя. Манера речи этой женщины. Эта речь очень сильно отличалась в разговоре с ребенком, когда Браун думала, что они наедине, и в разговоре со мной. Как будто два разных человека. Бррр. Даже как-то не по себе от этого. А еще то, как она говорила о Лае. Мы не собираемся ее убивать, мы только хотим поговорить. Она просто запуталась. Да, конечно. Не сомневаюсь, это будет милая беседа за чашечкой кофе, да? А еще вся эта история про то, что они устраняют ошибки в ветках, в которых произошло то же самое, что и в этой... Как это понимать-то вообще? То есть конец света они останавливать не пытаются, а занимаются только прекращением страданий выживших. И почему они, кстати, вдруг передумали меня убивать? Решили предложить работу? Они думали, что я это кто-то другой, да. Может быть, владелец бункера? Его собирались вроде как устранять. А потом они выяснили, что это не он, а я. И да, резко изменили стратегию. Но черт возьми, почему? Как же много вопросов. Задание. Ну и кстати, еще этот ребенок так странно ухмыльнулся, когда я упомянул о слежке. Значит ли это, что они продолжают следить за мной? Черт. Теперь даже из бункера как-то неуютно выходить при мысли об этом. Впрочем, а зачем выходить из бункера? Да, можно же просто наведаться к Лае. Мы давненько не общались, да и попрощались на довольно натянутой ноте. Обсудим с ней потенциальное трудоустройство. Заодно и доску обновлю. Ох, нифига, ты сказал буквально все мои мысли. Крутой. Так, у меня тут задание появилось и... О, нет. Долбанный кислотный дождь, ненавижу. Хорошо, прочитаем. Секрет Шарашкиной конторы. Понять устройство и структура... Шарашкиной конторы, господи. Кто такое это называет? Узнать, чем организация занимается на самом деле и для каких целей. Так, окей. Загадочная организация продолжает преследовать меня. Правда, теперь уже не как жертву, а как... потенциального сотрудника? Ладно.
возможно, у меня появится реальный шанс разузнать какие-то детали о ней. Нужно обязательно разобраться, чем они на самом деле занимаются и как связаны с тем, что произошло в этой ветке. Угу, в этой ветке. Лолошка, кстати, вот тоже очень хорошую фразу сказал. Они устраняют ошибки в ветках, в которых произошло то же самое, что и в этой. То есть, получается, примерно во всех ветках происходит одно и то же. Но что? Что в этих сломанных ветках не так? Короче, без лишних слов, Прунус. Эй, подожди, что? Она не заметила, как я появился? Хм, это странно. Или она просто делает вид? Лая! Лая, привет! Ложка! Ой, привет! А я вот только проснулась. Никак не могла глаза разлепить. Очень глубоко уснула. Давно со мной такого не было. С тех пор, как организация объявила на меня охоту. Так, я же правильно понял, что она только что попыталась скрыть, как ревела? Но я там заметил, я чуть-чуть-то подметил это. Пассивно-агрессивно напомнить о ссоре, спросить, что случилось, рассказать о вербовке в организацию. Интересно, о чем она думает, спросить, что случилось. Эй, Лая, ты как, ты в порядке? Слушай, я понимаю, что в последний раз мы с тобой расстались не очень по-доброму. Ты прости, если как-то обидел, но я готов выслушать, если тебе это как-то поможет, правда? Нет, не подумай, я не пытаюсь выпытать информацию. Ты можешь опустить все детали, которыми не хочешь делиться. Иногда просто выговориться очень помогает. Вот как. Да, я вот, например, нередко захожу к тебе, чтобы пожаловаться на свою тяжелую жизнь. Ложка, спасибо. Но нет, боюсь, ты тут ничем мне не поможешь. И просто выговориться тоже не поможет. Но да, правда, спасибо. И прости, что тогда в прошлый раз накричала на тебя. О, да не, ничего страшного. Это уже в прошлом, верно? Ну да. Вот и супер. Слушай, в общем, если ты когда-нибудь захочешь поговорить, не об организации, нет. Там, не о конце света и вот об этом всем, а о каких-нибудь других вещах, то я буду рад. Правда? О, какой же ты милый. Ладно, хорошо, Лолошка, я запомню твои слова. А теперь скажи мне, с какой ты здесь целью? Это срочно? Ну да, в этот раз срочно, к сожалению. Я понимаю, что ты предпочла бы, чтобы я оставил тебя в покое и так далее, но это правда срочно. Ну тогда выкладывай. Так, ну с чего бы начать-то? Вот, помнишь, я тебе рассказывал про тех двоих из организации, которые заявились ко мне в бункер? Женщина по имени Аса, которая очень тебе не нравится, а еще какой-то ребенок. Угу, естественно, помню. Продолжай. Ну так вот, я недавно решил проследить за кем-то из сотрудников и попасть в организацию. Что ты решил? Ну, чтобы наконец-то хоть что-то о ней узнать, Лая. В бункер приходил какой-то техник, а я его под дулом револьвера заставил телепортировать меня в главный штаб организации. Ну да, только вот в штаб я не попал. Меня выбросило во вневременную пустошь. Ну само собой, Лолошка, ты же привязан ко времени! Черт! Каждый раз я думаю, что ты не сможешь шокировать меня еще больше своими выходками. И каждый раз у тебя получается. Ну, зато со мной весело, правда? Ложка. Ну ладно, так вот. Мне, если что, удалось вернуться в бункер, но меня тогда вырубило. Когда я очнулся, эти двое, женщина и ребенок, уже меня поджидали. Для того, чтобы завербовать в организацию. Завербовать? И что ты им ответил? Я сказал, что мне нужно время подумать. Что? Ты с ума сошел? Какое подумать, Лолошка? Да тихо ты, успокойся, подожди. Как я должен был ответить-то? Сразу нет, чтобы они прикончили меня на месте? Ну, допустим. Но ты же не собираешься действительно думать о вступлении в организацию? Ну, вообще-то, собираюсь. О, ну нет. Нет, Лая, да ты подумай сама. Я же могу притвориться, что верю им, и проникнуть внутрь. Буду агентом под прикрытием. Так мы вместе сможем составить план уничтожения организации. Разрушим ее изнутри. Ох, ты правда думаешь, что это так просто? Да нет же, я не думаю, что это просто. Но, Лая, мне до этого удавались в жизни очень сложные вещи. Конечно, потому что ты мироходец, Лолошка. Но нет, в данном случае даже твоя
искра, или как там ее, не поможет нам. Ты просто не представляешь себе, во что рискуешь ввязаться. Организация держит за горло каждого, кто в ней состоит. Да, Лая, ну вот я опять же предлагаю что-то. Нам же нужно хоть что-нибудь делать. Хоть что-нибудь. У тебя-то есть какой-нибудь план? Как можно по-другому уничтожить организацию, а? Я работаю над этим планом. Лолошка, пойми, тебе ни в коем случае нельзя отвязываться от времени. А это, как ты уже понял, обязательное условие для вступления в организацию. Так, хорошо, и почему нельзя отвязываться? Слушай, я не знаю, как тебе объяснить, но нет ничего ужаснее отвязки, тем более для мироходца. Сама я не видела и не знаю, до меня доходили только слухи, но это были чудовищные слухи. Ты же не хочешь проверять их на себе, да? Ну, пожалуй, нет. Вот и отлично. Поверь, Лолошка, я тебе честно помочь пытаюсь. Нужно избегать вербовки в организацию любой ценой. Да, хорошо, я понял. Ну вот и супер. У тебя все? В целом, да, но я бы хотел добавить несколько идей на доску. На эту, что ли? Да, забавные у тебя там схемы. Ну... Ладно, только давай быстро. Ага, но это мое измерение, я сам решу... О, подожди, что это? Это... Ой. Ты погляди-ка, у нее тут новые вещи появились. Она обустраивает мое жилище, мой прунус. Так, получается, все-таки догадка о том, чтобы вступать в организацию... Точнее, чтобы не вступать в организацию, она подтверждается. В этом действительно ничего хорошего. Так... Что в итоге? У нас появилась официальная версия «Помочь страдающим». Это официальная версия организации. Почему они занимаются этими убийствами? То есть, пока что мы знаем только про «Помочь страдающим». Хорошо. Что за линии? Что значит «отвязаны от времени»? Обязательная процедура для вступления. Решает моральные дилеммы и оправдывает убийство организации? Блин, мне нравится, что все это под вопросом. То есть, все, что здесь пишется, это лишь догадки Лолошки. Не нужно думать, что это в целом правдивая стопроцентная инфа. Как минимум, мы до сих пор ничего не знаем про Смотрящего, про эту вневременную пустошь и даже про Иоганнеса. Я уверен, что нам не зря вкинули этого психопата в сюжете. То есть я про него не забываю, не-не-не. Отдел контроля. Что-то среднее, там работает Аса. Между штурмовиками и сиделками. Вот так вот. Ладно, короче, Лая, а мы можем поговорить, не? О, да, можем, подожди-ка. Привет. Ну как, ты все? Да, вроде да. Ну, тогда пока. Ну, пока, Лая. Как прямолинейно. Это правда. Так, подожди, а вот что это такое? Ты погляди, природа в баночке, нифига себе. Здесь, как обычно, ничего не появилось. Тут у нас по нулям. Блин, ну вот, казалось бы, она притаскивает какие-то вещи, но все эти вещи ни о чем. То есть я не могу их даже потрогать, я не могу их пощупать. Следовательно, как мы будем? Что мы скажем организации? Типа, не, ребят, простите, но я тут подумал, не хочу. Перед этим, конечно же, Малус. Ага, замечательно. Блин, и ведь правда, что мы скажем организации? Да, ну и задачки мне жизнь подкидывает. Почему все так сложно-то, а? Ладно, Лае я все же доверяю больше, чем организации. Я не буду в нее вступать. Но я же не могу вот так просто взять и сказать: нет, я не вступлю. Они меня просто-напросто ликвидируют. И глазом даже не моргнут. Значит, мне нельзя попадаться им на глаза. Неужели придется снова оставлять бункер? Или подожди, может быть, мне удастся еще немного потянуть время? Что, как? Что это значит? О господи! Твою ж мать! И тебе здорово. Ты меня чуть не до смерти напугал! Ну, прости, не хотел. Че, все нормально? Да, мне только отдышаться немного надо. Хорошо. Ну чё, отдышался? Черт, серьезно? Как тебе... Ну вот и отлично. Я тут по делу к тебе. Ты серьезно? Они что там, в этой организации все такие прямолинейные? Ты скажи, ты подумал о том, чтобы присоединиться к нам, не? Готов дать ответ, не? Что, уже? Да вы же только что ушли! Но, как это только что? Не могло быть только что? Ну не, то есть не буквально. Но еще же прошло совсем мало времени. Для принятия такого серьезного решения этого явно недостаточно. Да? Ну, я попытался рассчитать время. Да, я даже с исследовательским отделом проконсультировался.
Ты уж прости, у нас с этим действительно проблемы. Мы уж давно забыли, каково это быть привязанными. Ладно, ничего страшного. Но вообще, кроме того, что у меня было слишком мало времени на подумать, есть еще одна проблема. Ну, какая же? Аса, она профессионал своего дела. После бесед с ней ни у кого обычно вопросов не остается. Не остается? Ты сейчас серьезно это? Ну, да, не остается. Ну да, действительно. Она профессионал, если ей удается убедить людей, не предоставив никакой информации. Сам подумай, вы заявляетесь в мой бункер, который предварительно обыскали несколько раз. Представляетесь сотрудниками организации, той самой, которая пыталась меня убить. Если конкретнее, задача эта была поручена тебе. Рассказывайте мне о том, что все, что делает организация, этого блага, и вы спасаете таким образом все вселенные и временные линии, и при этом не предоставляете мне никаких доказательств. То есть я просто должен поверить на слово, верно? Затем вы отказываетесь показывать мне офис, отвечать на мои вопросы. Да вы даже мне не рассказали толком, чем там занимаетесь. Я услышал только какие-то общие слова, никакой конкретики. Как я могу согласиться, если даже не знаю, на что соглашаюсь? Может быть, если ты ответишь на мои вопросы, то... Может быть, тогда я соглашусь, Ты ведь уверен в том, что организация все делает правильно? Тогда почему бы не рассказать мне об этом, а? Ну хорошо, Лолошка, я тебя понял. Я постараюсь ответить на твои вопросы. Но и ты ответь на мои. Иначе как я могу быть уверен, что могу доверять тебе? Я сейчас расскажу тебе секреты организации, а ты все равно возьмешь и откажешься работать с нами. Докажи, что ты не просто пытаешься вытянуть из меня информацию. Куда ты пропадаешь из своего бункера? Что? Ну, я хожу ресурсы собирать в основном для улучшения модулей. Заодно ищу съестные припасы, иногда какие-то милые безделушки вроде уток. Пытаюсь понять что-то об этом мире, да и вообще о том, что произошло здесь. Ай, да ладно, это-то все понятно. Не забывай, мы давно за тобой следим. Я сейчас про другое. Ты иногда исчезаешь прямо отсюда, из бункера. Как будто телепортируешься с таким странным красным свечением. Что? Ты сейчас серьезно? Да как? Как вы об этом узнали? Тут же повсюду камеры, естественно. А что, ты удивлен? Честно говоря, я удивлен больше, что ты не догадался об этом. Ты же не думал, что мы просто так возьмем и перестанем следить за тобой? Ты уже несколько раз обводил нас вокруг пальца. Да еще и такими кустарными методами. Просто поражаешься, блин. Ты это только не подумай. Я сейчас, реально искреннее восхищение высказываю. Спасибо, конечно, за такой восхитительно сомнительный комплимент. Но как, по-твоему, я должен довериться организации, позволить ей отвязать меня от времени и переехать жить в ваш главный штаб, когда вы нагло следите за мной? В моем же бункере! Тебе самому не кажется, что на таком доверии не строится? Ну да, ты прав. Но, к сожалению, я здесь очень мало что решаю. Да и не во все тайные организации меня посвящают. Я хоть и начальник отдела, но ранг у меня совсем невысокий. И уж тем более я не вхожу в высший менеджмент. Ладно, но ты же хотя бы знаешь, где в моем бункере установлены камеры? Ну, это я знаю, да. Но протокол строго запрещает разглашать такую информацию. Да и тем более самому объекту слежки. Так... Малецкий, ты же только что мне рассказал про эти камеры. Разве ты уже не нарушил протокол? Ну, нет, тут у меня выбора не было. Мне же нужно было узнать, куда ты телепортируешься со странным красным свечением. Если бы я не рассказал тебе про камеры, ты бы сам догадался, что они есть. Иначе откуда бы у нас такая информация? Нарушение протокола возможно, но только в случае необходимости этого нарушения для достижения цели. Господи! Ты как биоробот какой-то. Ну, я, короче, в целом примерно представляю, кто там в организации работает. То есть они такие прожженные бюрократы, назовем их так. Они четко и строго действуют по бумажке. Ну так, Малецкий, а может, если нарушать, так нарушать до конца? Нет? Ну, есть у меня одна идейка. Рассказать тебе напрямую о местонахождении камер я все-таки не могу, иначе потом не пройду этическую проверку. Но, наверное, я могу сказать, сколько их. Вот, я ведь уже раскрыл информацию о том, что они есть, да? Назвать лишнюю цифру — это вроде как не страшно. А если ты их сам найдешь и обезвредишь, это будет не моя вина. Да. Ну, что скажешь? Это так странно.
Ну да, это лучше, чем ничего. Так а сколько в итоге их? Должно быть 12. В плане, что значит должно быть? Ну, по моей информации 12. Не я же их сам устанавливал, своими глазами не видел. Но должно быть 12. Хорошо, я понял. В итоге рассказать про Прунус? Чё, реально? Если я это сделаю, то по сути все, я расскажу про Лаю. У меня, знаете, ощущение, что если я сейчас выберу Прунус, то арка с Лаей полностью закроется. И вот сейчас у меня выбор, то ли я теряю этого персонажа, и походу Прунус тоже, либо не теряю. Но объективно тут даже, видите, не только Лая, тут еще и само измерение не хочется как-то просрать, вот так тупо. Выгнать ребенка и заняться поиском камер. А давай. Ну, что ж, агент Малецкий, спасибо за информацию. Ты не возражаешь, если я прямо сейчас воспользуюсь ей? Очень неуютно осознавать, что твой дом напичкан камерами, и за тобой постоянно следят. Понимаю. Я тогда попозже зайду, да? Хорошо, ладно, заходи, только, пожалуйста, не надо больше телепортироваться прямо ко мне в бункер. Ты можешь прийти с улицы и постучать в дверь. Можешь же, прежде чем зайти? Ну да, без проблем. Вот и договорились. Ну, до скорого. До встречи, Лолошка. Да уж. Как оказывается, действенно работает прямолинейность на сотрудников организации. Интересно. Они ведут себя так, будто время терять не хотят. А именно это им вроде как совсем не грозит. Ну что ж, ладно, за работу. Нужно найти и вывести из строя 12 камер в бункере. Что? А как? Так, партиклы какие-то. Что? Ты погляди-ка! Это что такое? Куда? Не-не-не, погоди. Хорошая, кстати, мысль. Они ведут себя так, будто время терять не хотят, но при этом именно это время совсем никак им не грозит. Ну, то есть потеря времени. А еще я понимаю, что они настолько действуют по бумажке, что это можно использовать против них самих. По сути, Лолошка сейчас просто взял и переиграл Малецкого. Это было странно. Их протокол вербовки, видимо, не позволяет сейчас обижать меня и всячески заставляет сделать так, чтобы я доверился. Это что такое? Это что такое? А какого черта? Рубильник не трогать, все полетит. Подожди, а что я здесь делаю? Так, может быть здесь? Выключить свет? Выключить свет. Самый простой способ обнаружить скрытые записывающие устройства — искать блики от их объективов. Лучше всего эти блики будет видно в темноте с помощью другого объектива. Например, фотоаппарата. Задело. Вот оно что. А я думаю, зачем нас партиклы сюда ведут? Не трогать, все полетит. Бам! Правильно ли я понимаю, что сейчас во всем бункере нет света? Етить. А что мне делать-то? Типа я беру сейчас фотоаппарат и... О! Что это такое? А что это такое? О! Подожди, я убил? Я уничтожил? То есть они реально понаставили здесь кучу камер, но... А когда? Я походу понял. Когда, помните, сюда приходили эти двое, то есть Аса и Малецкий, они здесь еще стояли и разговаривали. С тех пор, получается, я пришел, успел увидеть какого-то работника, и как бы дальше уже вы помните, я появился у смотрящего. Так, сломаем, камера минус. Блин, прикольно! Это так необычно, фотоаппарат, который ловит блики. Где вы? А что это тут у нас такое? Получай. Уже минус 3 камеры. Наверняка вот здесь в округе тоже будет какая-то камера. Нет? Да. Ой, ты посмотри, как спрятали. На! Ты погляди, где спрятали, а! Нифига себе! Так, ладно, вот теперь, по-моему, точно одна осталась. Во, ты посмотри, как быстро. Нет! Батюшки, да сколько, я еще настолько плохо считаю. Фу, все, 12 есть. Надеюсь, их действительно было 12 и не больше. Я все еще совершенно не доверяю этой организации и ее сотрудникам. Хотя конкретно Малецкий вроде бы мне кажется относительно неплохим парнем.
ребенком? Надо вообще будет спросить у него, что с ним такое приключилось. Такая внешность при таком голосе. Да еще и общается он совсем как взрослый. Он не может быть настоящим ребенком, я не верю. Ну что ж, до встречи, малецкие. Задание кто-нибудь меня слышит? О, это то самое задание! Найти странного ребенка. Вот оно, выполнено! Я узнал, что если в этой временной ветке кто-то и остался, то вряд ли я с ним встречусь. Единственными моими собеседниками стали сотрудники организации, которая, видимо, находится вне времени, а также само время, но из него так себе собеседник. А, блин, кстати, смотрящий! Он же не появляется столько серий подряд! Заметьте, он перестал появляться с тех пор, как появилась фраза «смотрящий выражает легкий интерес». То есть все, с тех пор он вообще не появлялся ни разу. Единственный раз, когда мы его увидели, это в пустоши. Но, блин, в пустоши, конечно, надо было его сфоткать. Что-то я вообще не подумал об этом. Давай-ка сразу, наверное, вниз. Надо будет обязательно свет включить, я же могу это сделать. Знаем теперь, где и вода перекрывается, и свет. Бам! Отлично, включилось. Но, намного лучше. И вы поглядите, сколько мне опыта за задание дали. 15 тысяч. Повышение. И... подожди. Неужели это означает то самое? Неужели я наконец-то могу прокачать нужный мне навык? Шахтерские инструменты разрушают блоки в области 3 на 1. Бам! Неужели? Господи, да неужели? Я хочу это проверить. А ну-ка, надеваем. У нас сейчас все еще кислотный дождь. И это первый раз, когда мы выходим из бункера. О, здорово, дождь! Давненько не виделись! Блин, реально, первый раз вышли. Но нам все-таки самое главное проверить эту способность. Давай вот здесь. Так. О! Боже, какой кайф! Это просто самый лютый кайф! Очень обидно, что, конечно, от этого у меня способность быстрее не восстанавливается. Но, ладно, зато копаем мы теперь явно быстрее. На улице долго бегать не будем. Всего доброго. Костюм обратно на зарядку. И надо понимать, что мы прямо сейчас имеем. Нам точно нельзя в организацию. Мы точно не можем сбежать из этого мира, потому что он везде такой. Но при всем при этом единственные, кто могут мне, я так понимаю, помочь выбраться из этой катавасии, это опять же организация. Ее способы работы, вся вот эта бюрократическая система. Надо будет разбираться с этим, но при этом постепенно выпытывать еще больше информации. Чему я точно доволен, так это тому, что я не выбрал вот это. Рассказать о Прунусе. Посмотрим, что будет дальше. История явно набирает обороты и закручивается сильнее. Ну, а вы, пожалуйста, не забывайте накрутить ваши лайки и подписки. Ваша поддержка — это огромный буст мотивации. Надеюсь, вы не короче, ребят, я понимаю, что вас, наверное, может раздражать эта фраза. Поверьте, это правда. То, что я говорю, каждый раз произношу это в конце. Про лайк, про подписку. Это не с бухты-барахты взято. Правда, надеюсь на вашу поддержку. Еще раз спасибо. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и бюрократическая организация. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.